Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня у нас следующая встреча, и мы с вами рассмотрим также один из принципиально важных вопросов. Вот, надеюсь, вы слышали такое выражение «сжечь свою карму». Вот мы с вами рассмотрим, что это означает, насколько это важно, ну и как практически к этому прийти. Да, что такое «сжечь свою карму»? Вначале несколько слов, вот что происходит с человеком, когда он принимает те или иные решения. Да, мы с вами рассмотрели, да, до этого, когда формируется в данном случае негативная программа, если позитивная, примерно то же самое, только наоборот. Когда формируется негативная программа, она запускает негативную энергию, та притягивает негативные воздействия, но кроме этого, что происходит в тонком мире? Да, вот он таким образом устроен, то есть что тонкий мир — это в целом такой большой воспитательный процесс, да, такая большая школа. Одно воплощение — это один класс, учебный, да, который состоит из множества различных предметов. Вот когда человек формирует негативную программу, ну и дальше там совершает какой-то поступок, да, проступок, ну, неважно, оскорбил, там, не выполнил обязательства или там украл, ударил, неважно, любой негативный проступок, то формируется в тонком мире программа, да, ее запускает иерархия карма или какие-то близкие к этому механизмы, ну, в основном иерархия кармы. И, скажем, если это касается там присвоения чужого, это одни силы отвечают. Если это этика взаимоотношений, другие силы. Но вот кто за это отвечает, да, кто контролирует, он формирует программу и запускает ее в тонком мире. Да, к тем, кто отвечает за практическую реализацию соответствующих вопросов. То есть неправ по этике, тебя нужно наказать по взаимоотношениям. Неправ по деньгам, тебя нужно наказать по деньгам. Причинил вред телу другого человека, твое тело должно пострадать. Сейчас, сегодня же, чуть позже или в следующей жизни. Да, там, кто причинял вред, скажем, другим людям, физическое насилие какие-то, да, увечья, ну, есть шанс родиться с поврежденным телом или умереть там в младенческом возрасте, да, это как отрабатывают кармические законы. Ну, не всегда так все печально, но принцип, надеюсь, понятен. То есть негативная программа, негативное действие, информация запускается в тонком мире, и соответствующие силы эгрегора получают задание. Вот этого товарища Пупкина нужно воспитывать, да, провести его через определенные наказательные процедуры. Да, поэтому человек рождается, и на его жизненном пути уже предначертано, через какие неприятности он будет проходить. И он будет проходить через эти неприятности вот столько воплощений, сколько нужно, пока он не исправит допущенные ошибки. Ну, примерно как в институте. Получили двойку. Да, чтобы перейти на следующий курс, что нужно? Нужно или пересдать, или человека отчислили. Да? Примерно так же работают соответствующие механизмы. Есть незачет, он прописан в тонком мире, и тонкий мир начинает человека постоянно воспитывать. Да, пока человек обижается, негативно реагирует, ну, он усугубляет ситуацию. Легко предупредили, все сильнее предупредили, еще сильнее предупредили. Да, потом сказали, безнадежный, рождение в теле животного, раз как бы не лечится, ну как вариант. Да? Что значит сжечь свою карму? Это значит решить такой круг задач, который позволит вот всю негативную информацию в тонком мире о себе убрать. То есть понятно, что для этого нужно сделать. Перепрограммировать свое сознание, осознать допущенные ранее ошибки, принести извинения, ну, всем там пострадавшим сторонам, всем покровителям там, тех людей, перед которыми вы были виновны. В общем, комплекс процедур, который в конечном итоге позволяет что? Убрать из тонкого мира всю негативную информацию о вас. Да, была ошибка, исправлена, была ошибка, исправлена, была ошибка, исправлена. И что происходит дальше, да, когда человек таким образом, собственно, это означает, сжег свою карму. То есть у него нет негативной кармы. Это значит, что его будущее, оно становится в этом плане чистым. То есть нет обязательных негативных ситуаций, о которых он должен спотыкаться, потому что эти вопросы не закрыты. Да, все убирают свои претензии, и для человека
вот этот путь освобождается. В целом для него освобождаются огромные возможности. Да. Почему? Потому что, если, грубо говоря, у вас много неисправленных двоек, то это судьба какая может быть? Иди, спотыкайся и двойки исправляй. Нет у человека возможности выбора. Выбор какой? Или ты пересдашь оценки, или тебя отчислят, отправят там куда-нибудь на более низкие уровни. А когда у человека давления негативных программ нет, да, вот не светлой кармы, когда давления нет, то у человека и нет предопределенных негативных ситуаций, там, доказательных, и у него появляется свобода выбора. Да, да, примерно как. Многие институты с удовольствием вас возьмут без экзаменов. Почему? Потому что у вас там золотая медаль. Да, а если у вас плохие оценки, нужно постараться найти такой институт, который, ну, имеет, соответственно, не очень высокий рейтинг, и он принимает там троечников. Это примерно вот такая же аналогия. Если вы сумели дойти до вот этого состояния, да, сжечь свою карму, то для вас открывается огромное число возможностей, и многие силы, да, вот покровители различных целей, с удовольствием готовы принять вас к себе. Да, потому что любая корпорация заинтересована в первоклассных сотрудниках. Любые силы заинтересованы в том, чтобы к ним приходили люди высокого качества. И они с удовольствием будут помогать и вести человека по судьбе вверх. Чем больше вот негативных рекомендаций, чем больше негативной информации в тонком мире о человеке, тем меньше у него шансов получить какое-то вменяемое покровительство, да, поддержку в достижении тех или иных целей. Да, он должен вот отработать свои ошибки. Поэтому чем быстрее человек это понимает, да, все браки совершаются на небесах. Да, можно что угодно там гадать, но в конечном итоге решение о судьбе, где человек рождается, сколько ему жить, когда уходить и как уходить, легко и быстро со страданиями, да, и жить в состоянии восторга или в состоянии депрессии. Да, с одной стороны, это программа сознания, с другой стороны, это воля высших сил, да, в соответствии с законом, что заслуживает человек. Поэтому хотелось бы надеяться, что данная информация, да, не прошла даром, что вы поставите цель эту программу реализовать, то есть понять, как работают эти законы, и в конечном итоге поставите цель свою карму очистить, да, или сжечь. Наши занятия, собственно, вот эти инструменты и дают. Первый курс – это инструмент, как ставить диагностику. Одно – смотрим на человека, и мы понимаем, что там в его душе, сколько воздействий. Но это одна сторона медали. Вторая сторона медали – это его судьба. А судьба уже прописана в соответствующих эгрегорах, в соответствующих силах. И что нам нужно? Нам нужно понимать, какие силы, за что отвечают, кому приходить, как обращаться, какие вопросы задавать, да, как пользоваться этой информацией. Но в конечном итоге цель – понять, где мы неправы по своей судьбе и каким образом все эти неприятности можно устранять, чтобы наша, да, карма нашей судьбы была чистой, тогда перед нами открыты дороги. И чем более высокие показатели у нас, да, с точки зрения неважно там, не какого-то конкретного института там, или человека, именно с точки зрения сил, отвечающих за судьбу, с точки зрения высших сил. Чем более у нас высокие показатели, тем более шикарные перспективы, да, возможности открываются для человека. Поэтому еще раз пожелание научиться это ценить, да, потому что именно вот эти программы в тонком мире, они предопределяют судьбу. Или разрешают идти более высоким целям, или запрещают. Ты у нас, товарищ, двоечник, да, поэтому пока не переждашь зачеты, никуда дальше не пойдешь. Да, вот, оценить, да, что такое чистая карма, поставить соответствующие цели. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы эта задача была решена. Она не может быть решена легко и быстро, да, потому что не один раз человек рождается, много десятилетий, столетий идет по земле, есть, да, над чем работать. Но это реальная задача, которую можно решить за несколько лет тренировок, если человек поставит соответствующую цель. Тогда перед ним раскрываются огромные перспективы. Всем счастья, успехов. Спасибо.